Hey, всем привет, с вами Макс, и это канал Magika Geeks. Больше месяца мы не выпускали контента по гик-культуре, но на это были веские причины. В Ташкенте проводился Комик-кон, ну а мы записывали подкасты с приглашенными гостями. Первый подкаст с Максимом Голополосовым, которого вы знаете как Макс плюс 100-500, уже на канале. После просмотра данного видео переходите на подкаст, поддержите нас лайком и комментарием, это очень важно. А сегодня я расскажу вам про сильные версии Халка. Уточню, что буду говорить именно о версиях Брюса Беннера, а не обо всех, кто был Халком. Устраивайтесь поудобнее, берите что-нибудь перекусить, ну а мы поехали! Начнем мы с оригинального Халка, чтобы вы далее могли ощутить разницу с другими версиями. Оригинальный Халк является одной из самых ранних и фундаментальных версий Халка, впервые представленной в комиксе The Incredible Hulk номер 1 1962 года, созданным Стэном Ли и Джеком Кирби. Эта версия заложила за основу для всех последующих и до сих пор остается центральной точкой в истории Халка. Вкратце сюжетом. Халк появился в результате гамма-обстрела, превратившего Брюса Беннера в зеленого монстра с огромной физической силой и животной агрессией. Отсутствие интеллекта и человеческого сознания делает его менее управляемым и более агрессивным по сравнению с поздними версиями, такими как Профессор Халк и Зеленый Шрам. О них мы поговорим чуть позже. Оригинальный Халк часто изображается как беглец, борющийся со внутренним конфликтом между своим звериным альтер-эго и человеческим интеллектом Брюса Беннера. Эта версия Халка стала символом борьбы человека против его животной природы и страха перед тем, что может произойти, если эти две стороны полностью соединятся. Несмотря на появление более сложных версий, оригинальный Халк остается важной частью идентичности героя. Его история и развитие сыграли ключевую роль в формировании Халка как одного из самых известных и узнаваемых героев Marvel. Следующая стадия развития Халка начинается в Ultimate вселенной, где нам представляют адаптированную для этой альтернативной вселенной версию героя. В отличие от классического Халка, Ultimate Hulk был создан в результате эксперимента, проведенного доктором Самуэлом Парксом, который хотел создать супергероя. Его физиология описывается как способная генерировать углеродные полимеры в структуре кожи, что добавляет устойчивость и выживаемость. В отличие от классической версии, Ultimate Hulk делает акцент на физическую мощь и адаптивность к различным условиям окружающей среды. Титан Халк, впервые упомянутый в комиксе Халк номер 15 2023 года, представляет собой одну из самых мощных и уникальных версий Халка, созданных в рамках современной вселенной Marvel. Эта версия Халка достигла пика своей силы и размера, превратившись в огромную сущность высотой около 9 метров. Его кожа стала черной с выступами, похожими на камни, выступающими из его плеч, которые извергали энергию. В своей максимальной ярости Халк мог высвобождать оптические взрывы. Обычно он выступал антагонистом в цикле комиксов про Халка 22 и 23 годов. Основная особенность Титана Халка заключается в его способности всасывать гамма-энергию, что позволяет ему значительно увеличивать свою силу и размер. В этом состоянии он способен нанести уничтожающий удар, который может разрушить целые города или даже планеты. Также не стоит забывать, что он является искусным манипулятором, садистом и чудовищем. Все самое плохое, что могло быть в Халке, красочно и гармонично было осуществлено в Титане. Кстати, о Титанах и их желаниях. С версией Халка под названием Энтропический Халк мы познакомились в Immortal Hulk номер 25. Он возник в результате желания уничтожить мультивселенную того, кто стоит ниже всех, темной стороны и части космического существа, известного как того, кто стоит над всем, верховного правителя мультивселенной и верховного воплощения создания и сострадания. Когда же Брюс Беннер стал жертвой гаммы-бомбы, он открыл зеленые двери и был наполнен силой того, кто стоит ниже всех, который завладел его разумом. Энтропический Халк обладает способностью уничтожать целые планеты и даже галактики, используя гамма-энергию, которую он может всасывать из окружающего пространства. Он отличается от других версий Халка тем, что не связан с человеческим сознанием Брюса Беннера. Вместо этого он полностью подчиняется воле того, кто стоит ниже всех, что делает его действия и мотивы сложными для понимания и предсказания. Это также означает, что энтропический Халк может действовать в соответствии с более широкими и абстрактными целями, чем обычный Халк, что делает его еще более загадочным и мощным героем. Дикий Халк, также известный как Дикий Мозг, является одной из самых ранних и фундаментальных форм Халка. Этот аспект Халка обычно ассоциируется с его первоначальным образованием и агрессивной стороной, которая доминирует, когда его человеческий интеллект Брюс Беннер находится в состоянии покоя или подавлен. Он часто выступает в роли антагониста, особенно когда его ярость достигает пик, что приводит к вспышкам гнева и разрушительным атакам. Однако, несмотря на его агрессивность, Дикий Халк также демонстрирует некоторые элементы человечности и даже доброты, особенно когда его человеческий мозг активен. В течение многих лет Дикий Халк служил
основой для развития Халка, и его роль в истории была ключевой. Он стал символом внутреннего конфликта между Брюсом Бэннером и его звериным альтер-эго, а также представлением силы природы и животного инстинкта, которые иногда необходимы для борьбы с большими угрозами. Но есть еще одна из версий Халка, которая вышла за пределы просто альтер-эго, а именно Зеленый Шрам. Данная версия Халка возникла, как Брюс Бэннер был отправлен на планету Сакар, где он был вынужден бороться за выживание в качестве гладиатора. На Сакаре Халк столкнулся с жестокими условиями и постоянной угрозой смерти, что привело к тому, что его агрессивная сторона начала доминировать. Как яркий пример, это Халк из фильма «Тор Рагнарёк». Зеленый Шрам отличается от оригинального Халка тем, что он гораздо более агрессивен и готов использовать свою силу без колебаний. Он сталкивается с трудностями в социальной структуре Сакара, где гладиаторы считаются низшими существами, но постепенно находят союзников среди местных жителей и даже среди других гладиаторов. В процессе борьбы за выживание и освобождения своих новых друзей Халк развивает новые стратегические навыки и становится лидером. После определенных событий он становится как раз-таки следующей версией Халка, который называет себя Халк-Разрушитель миров. Халк-Разрушитель миров, возможно, самая сильная версия Халка. Он впервые появился в событии планеты Халка и продолжил развиваться в мировая война Халка. Данная версия Халка является максимальной формой Зеленого Шрама, впитавшего всю энергию планеты Сакар. Краткий сюжет. После того, как Халк трансформировался в Зеленого Шрама и стал королем Сакара, планета была разрушена взрывом корабля, который привез его на Сакар. Взрыв убил миллионы жителей Сакара, включая его жену Каеру и их нерожденного ребенка. В гневе Халк обвинил иллюминатов в этом происшествии и вернулся на Землю, чтобы их наказать. Во время мировой войны Халка Разрушитель миров вступил в битву с иллюминатами и многими другими героями Марвел. Он разрушал города и планировал разделить Землю на две части в качестве своего наказания. В конечном итоге Халк был остановлен, и его гнев был направлен внутрь него, возвращая его к человеческому облику Брюса Бэннера, направившего свои знания в мирное русло. Теперь давайте обсудим более разумные версии Халка в лице профессора Халка. Данная версия Халка возникла в результате эксперимента, проведенного доктором Самсоном, психологом и другом Халка, который использовал гипноз для попытки разделить личность Брюса Бэннера и Халка. Брюс Бэннер и Халк стали двумя отдельными существами, каждый со своими способностями и личностью. Брюс сохранил свои научные знания и интеллект, в то время как Халк стал более интеллектуальным и способным к логическому мышлению. Профессор Халк обладает всеми физическими способностями Халка, включая сверхчеловеческую силу, выносливость и регенерацию. Однако, в отличие от других версий, он также обладает высоким уровнем интеллекта и способен к сложному мышлению и планированию. Он играл ключевую роль в таких сюжетных линиях, как «Гражданская война» и «Секретные войны», где его ум и смекалка очень сильно пригодились. Хоть физически профессор Халк и не уступает другим Халкам, но контроль гнева и ум не позволяют ему полностью раскрыть свой потенциал. Однако, благодаря своему интеллекту он является уникальным и очень полезным для команды героев. А данная версия Халка под именем Маэстро — это будущая версия Брюса Бэннера, который стал жертвой экспериментов и превратился в абсолютную форму Халка, лишенную любых человеческих черт и эмоций. Он обладает всеми способностями Халка, но в гораздо более экстремальном и беспощадном виде. Маэстро впервые появился в серии The Incredible Hulk Future Imperfect, где он является жестоким правителем постапокалиптического мира. Он путешествует по времени, чтобы изменить прошлое и предотвратить свое собственное возникновение, стремясь уничтожить всех, кто стоит на его пути, включая самого себя в молодости. Маэстро полностью контролирует процесс своей трансформации и предпочитает оставаться в форме Халка, считая ее сильнее. Он видит себя как отдельную личность и предпочитает быть в более мощной форме все это время. Эти особенности вместе с его силой делают его очень опасным соперником во многих сражениях. Вот такая подборочка Халков у нас получилась. Если я кого-то забыл или не рассказал о какой-то из версий, пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами, как всегда, был Макс. Это канал Magica Geeks. У меня все.